Сейчас я показал классическую хлыстовую травму, которая возникает после любой практически автомобильной аварии или у водителя, или у его пассажира. А сейчас простой пример. Едет семья, попадает в аварию. И у пассажира, и у водителя классическая хлыстовая травма. Вот это движение. Но водитель, отец, все внимание уделяет восстановлению дочери. У нее болит шея, у нее проблемы с головными болями, а на себя он внимания не обращает, хотя у него тоже хлыстовая травма шеи. Через некоторое время все заканчивается очень печально. Он умирает. А на вскрытии у отца семейства, который тоже перенес хлыстовую травму, расслоение артерий. Сосуд разорвался, и он погиб. Итак, хлыстовая травма. Чем она опасна? После нее очень часто человек испытывает сильную боль, ограничение подвижности в шее. Приблизительно вот так. Любое подобное движение вызывает боль в этой зоне. Я рекомендую в этой ситуации обязательно сделать томографию, причем в специальном режиме МРА, магнитно-резонансная ангиография, то есть МРТ в ангиорежиме. Что это дает? Это позволит оценить, нет ли повреждения, серьезного повреждения сосудов шеи и мозга. Внимание! Вы можете на ногах переносить очень серьезную патологию головного мозга, возникшую после травмы шейного отдела позвоночника. Итак, авария. Вы чувствуете боль в шее, ограничение подвижности. Как заподозрить неладное? Каковы эти самые красные флаги, которые должны заставить вас обратиться к неврологу? Вообще, я бы порекомендовал сразу после травмы прийти все-таки на прием к врачу, чтобы он профессионально осмотрел вас и, может быть, назначил определенный план обследования. Но все-таки, если вдруг у вас сильная, неприходящая головная боль или боль в шее, плюс к этому появляется тошнота, рвота, нарушение памяти, нарушение сознания, вы чувствуете некое угнетенное состояние сознания, которое не позволяет вам нормально работать, спать, то вот это повод обратиться к специалисту. И сделать это надо незамедлительно. После травмы вы вылезли из машины, вроде бы все в порядке, вы ходите, двигаетесь, но вдруг вы чувствуете, что у вас ослабела рука или нога, или нарушение речи появилось, или асимметрия лица. Вот это грозные признаки, которые также свидетельствуют о том, что возникла какая-то мозговая катастрофа, то бишь нарушение мозгового кровообращения. Еще раз, если после травмы вы чувствуете слабость в руке и ноге, нарушение речи, сильное головокружение с тошнотой и рвотой, двоение в глазах – это красные флаги, которые должны заставить вас обратиться незамедлительно к специалисту. И еще есть неявные признаки кровоизлияния. Когда вдруг вы чувствуете растекшееся тепло или жар, возникший внезапно в затылке и в шее, или боль, которая не позволяет вам дотянуть подбородок до грудной клетки. Среди неврологов это известный симптом ригидности затылочных мышц. Он может быть не столь явным, но все-таки его можно легко проверить у самого себя. Попробуйте дотянуться подбородком до грудной клетки. Конечно, может возникать боль. Только боль, связанная с перенапряжением опорно-двигательного аппарата, растяжением связок. Это приводит к тому, что вы действительно не можете активно двигать своей головой, поворачивать ею, наклонять ее вперед и назад. И эта ситуация более безобидна, которая требует назначения нестероидных противовоспалительных средств для того, чтобы снять этот болевой синдром. Он проходит обычно после травмы в течение нескольких дней. Я не рекомендую обычно нашим пациентам после хлыстовой травмы носить так называемый воротник шанса. Это делают многие пациенты и делают это в течение недели, 2 недель, а то и месяца. Как только вы одеваете воротник шанса, то есть ограничиваете подвижность шейного отдела позвоночника, это еще как-то оправдано, когда выявляется перелом. Мышцы перестают работать. Они говорят, нет проблем. За меня справится вот эта конструкция, которая не позволяет моей голове падать влево, вправо и удерживает ее в вертикальном положении. Все-таки я не рекомендую использовать такие ограничительные меры. А теперь еще очень важное. Об одном из
ошибочных, трагичных заблуждений многих водителей, которые говорят о том, что хлыстовая травма возникает из-за того, что вот я пристегнут ремнем безопасности, и поэтому меня вот так вот дергает вперед, потом назад. Да, это так. Да, происходит действительно резкий такой динамический удар, но теперь представьте себе, если у вас нет ремня безопасности, то есть вы не пристегнулись, то в отличие от сравнительно безобидной хлыстовой травмы, вы можете получить страшные увечья, потому что непристегнутый водитель вылетает в лобовое стекло, лобовое или боковое стекло, и, к сожалению, у меня такие пациенты были. На скорости 60 км в час молодой мужчина 45 лет после удара вылетает в боковое стекло. Результат: он не может двигать ни руками, ни ногами, потому что повреждается шейный отдел позвоночника, и он разрушил у этого пациента его шейный отдел спинного мозга. Берегите себя. Счастливого пути. Удачи на дорогах.